Привет! Ну что, наступила зима, прошла Черная пятница, сезон распродаж. Ну, я не мог не воспользоваться, не купить пару вещей на этот период. Так, первое, что купил, конечно же, это GoPro 12 Black. Почему я ее купил? Все очень просто. Потому что мне нужна была очень хорошая стабилизация первая, а второе, конечно, что самое важное для меня, это мне нужна была функция предзаписи видео 15-30 секунд до поклевки. Хайтин или как-то он называется, сейчас появится здесь. Классная вещь. Пока доволен, только начинаю ехать. Так, второе, что я купил на этой распродаже. Второе, что я купил на этой распродаже, это Spro. Такой свимбейтик небольшой. Вот. Очень прикольный. Вес у него около 21 грамма, 3/4 унции. Длина, по-моему, 4 дюйма. Такой. Вот. Отличная игра, сейчас покажу. Мне очень понравился, не глубоко идет, хорошо летит. Ну, Spro и Spro, они умеют, знают толк в своих делах. Сейчас покажу подробно. Называется он BBZ 6,4 дюйма. То есть 4 дюйма это 12,5 сантиметра. Весит он флоутинг 3/4 ос. Это где-то в районе 21 грамма. Шикарный, конечно, свимбейт. Шумовой. На падении имеет такую игру, просто я уже пробовал кидать. Мне прям вообще зашел. Также я купил такого свимбейта, Westin. Это у нас свим, 115 грамм, 150 миллиметров, 15 сантиметров. Свинг глайдер, лэндбейт. Этот свим я очень часто слышал, рекомендовали, потому что в Минске на него еще ловят огромных щук. Держит течение на березине везде. Особенно хорошо работает в октябре. К сожалению, купил поздно. Такой у него звук интересный. Как по мне, очень хорошая приманка. Не похожа ни на что у меня есть, поэтому буду упираться в него. Конечно же, осенью. Ну и сейчас тоже попробую половить. Сзади меня, кстати, водоем, где есть большая щука. Так, Westin Swim. По проводке говорят, что нужно оставить паузы, чтобы он вялый, то есть, чтобы он делал свои глайды, чтобы давать нападение ему сыпаться. Вялая проводка. Но течение тоже очень круто держит. Все-таки на березине люди знают толк в этом. Ну и в Минске, не спорю, еще там греха таить. Огромных щук на эту приманку. Вести на зоне по Черной пятнице. Это у нас 150 размер, вес 100 грамм. Весит. Шикарная игра, мощные крюки, очень толстые петли. Все сделано как надо. Говорят, на течение не забивается. Очень классно по пассивной щуке. Игру сейчас ставлю. То есть давать ему паузу на падении. Он тонущий. Ну, конечно, балансировка у них шикарная. Вообще, Вестинов одни из лучших приманок, которые я держал в руках. Также позволился купить на скидках такого кемпинг-бай Guppy GR. Маленькую версию взял, среднюю версию, точнее, еще более крупная, 13,5. Это 11 сантиметров, вес у него 70 грамм, тонущий. Идет с двумя хвостами. Ну, это классика жанра, не похожа ни на что, поэтому вот такая вот приманочка. Надеюсь, будет ловить. Глаза очень выпуклые, тоже на падении, довольно быстро тонет. Такая комбинация, гибрид. Несколько слоев покраски,
Ну, надо попробовать, потому что действительно не похож ни на одну приманку, не с чем сравнивать, поэтому большая надежда на него осенью будет и весной. Может быть, летом еще немножко, но летом будут немножко другие приманки на классические воблеры, потому что эту осень, конечно, джерки показали себя лучше всех, прям лучше резины, лучше воблеров. Не знаю, мне очень понравилось ловить на джерки. После этого немножко заболел, продал, конечно, много ненужных, но нужное оставил. Также, что бы еще хотел показать. Ну, купил, конечно же, тоже на скидке. Это пикшеды. 20 сантиметров, по-моему, в районе там 70 грамм. Разные снастки сделал. То есть такие, ну, потому что на большое у меня постоянно клюет. Хотел попробовать немножко уменьшиться, посмотреть, будет ли больше поклевок, чуть-чуть поменьше щуки. Потому что, ну, на большой не всегда такую. Классная приманка, конечно. Это получается оснащена не огруженной резиной, просто так, у нее просто отличная игра, балансировка. Это уже идет с небольшой джиголовочкой такого плана. Вот. И также ставлю погремушки в хвост, чтобы был, да, звук есть. Так, ну и самоделок. Как-то давно сделал, начал все-таки ловить, попробовал ловить. Еще такой вот, это Mira Mouse в моем исполнении. 40 грамм и сэвэджгировский угорь. Вот. Она шумовая, медленно тонет, пушисто. Ну, это я подвешиваю грузик здесь 5 грамм, чтобы лучше тонул, потому что глубина 5 метров. Сейчас щука довольно глубоко сидит. Попробуем на него тоже половить. Это делал самостоятельно. Если интересно, конечно, видео скину чуть попозже. Также достал из закромы то, что я купил на выставке. Это здоровенный Mira Mouse от российского производства с оригинальным хвостом. Сделано классно, на самом деле. Пушится все как надо, играет. Единственное, немножко великоват. Все-таки нужна рыба специфического размера, чтобы клюнула на такую приманку на больших мышей. Я пока его не кидал даже поэтому. Ну, кидал я, в принципе, проверял в игру. Игра есть. Пушится на паузах, останавливается, все как надо. В принципе, по мне так шикарная приманка. Глазки есть, ничем не хуже оригинал, думаю. Ну, посмотрим, увидим. Глазки такие, крюки, бесшумная. Наверное, пластик. Хвост оригинальный. Вот. Так, что еще купил? Конечно же, купил Kencraft Glow 70. Самый маленький глайдер, который вообще, наверное, я видел. Я таких еще не видел. Давно у него смотрел, потому что средняя по мире это довольно дорогая приманка. Стоит 30 баксов. Это очень дорого. Вот. Такой он. Сделан, конечно, ювелирная работа. Я его поголовлю. Это форелевая серия с одинарными крючками и бесшумный. Вот. Значит, что мне не понравилось, как только купил у него, петли просто текли.
Ну, я вижу, что петли дырявые, все может в корпус проникнуть. За такие деньги, конечно, это обидно. Поэтому я проклеил петли. Сейчас поставлю видео, как я это делал. Так, берем немножко клея. Ну или может, конечно, Конкрафт. Считаю, что так нужно делать, но у меня есть множество дров, которые просто напились воды, кстати, зипбейтовских. И потеряли всякую игру. Это и Orbit 60 SP, и Rich 70 неоднократно, и 110 у меня была. Так, значит, что мы сделали? Мы немножко добавили туда капли клея. Он туда проникнет. И, в принципе, ловить можно будет. Это называется проклеивать петли. Также купил слага от Вестина. Я его частенько уже, много кидал, как много, раз 15. Я его оснастил такой огрузочкой, как на картинке было. Это у меня будет по пассивной рыбе, по судаку и щуке на ямах. Потому что, приманка просто бомбически играет. Можно по дну проводить с такой проводкой, он ничего не цепляет над ним. Офигенно выглядит. Как по мне, так шикарная приманка. Ну и, наконец-то, спустя много месяцев пришли ко мне Savage Gear'овские Cannibal Craft Tail 125 и 105 миллиметров. Я их, конечно же, буду использовать по судаку и щуке, потому что они у меня сразу же начали ловить, сразу же давать поклевки. И буквально отстрелил я одного уже, поэтому начал искать по рынку, нигде ничего не нашел. Все-таки сейчас санкции работают. Нашел на спинниглане. Они там долго-долго собирали, больше месяца. Но в итоге послали мне. Теперь у меня есть таких вот 4 хвостика. Наверное, это все, что я хотел сказать. Из того, что я купил за последнюю. Главное, это не то, что это должно принести рыбу, а то, что это приносит вам счастье. Потому что счастья в нашем мире не так много. И имеется в виду хороших впечатлений. Поэтому радости. Иногда надо себя баловать, но в меру. Главное, чтобы ты ловила. Все, не вкуснее чеши, а мы пошли попробуем половить рыбу. Всем пока!